Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня вяжу обалденную сумку из рафии, очень простую и красивую. Я приготовила бюджетный вариант рафии. Это рафия 100% целлюлозы. В 200 граммах 240 метров. Обращайте внимание на эту характеристику. Именно эта нить широкая и плотная. То есть тут будет меньше работы, потому что изделие сразу получается объемным. На мое изделие пойдет 1,5 мотка пряжи, но я расскажу, как поместиться в один моток. Сумка, естественно, будет немножко поменьше. Также можно использовать премиальную рафию. Это рафия 100% вискозы Андария. Ссылку и на ту, на другую оставляю в описании под этим роликом. Нить более нежная и мягкая, но точно такая же прочная и прекрасно держит форму. Также я приготовила пластиковую канву. Можно обойтись без нее, так как эта нить и так хорошо держит форму. Размеры моей пластиковой канвы 30,5 сантиметров по длинному краю, 14,5 по короткому. Потребуется сантиметр. На каждом этапе озвучиваю количество петель, рядов и размеры деталей в сантиметрах. Ножницы. Приготовила 2 крючка, 4,5 для основного вязания и 3,5 вспомогательный. Головка этого крючка хорошо проходит в отверстие по моей канве. Все необходимые ссылки, как всегда, остаются в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Работаю крючком 4,5 мм. Мне нужно создать кольцо, которое провязать 12 столбиков с одним накидом. Оборачиваю нить вокруг 3 пальцев ладони и перекрещиваю на тыльной стороне. Завожу крючок под нижнюю нить и подхватываю верхнюю. Выхожу на высоту столбика с одним накидом. Провязываю 3 воздушные петли. Готово. Далее в это кольцо накид провязываю столбик с одним накидом. Первый, второй. Вяжу базовый бабушкин квадрат. Он состоит из столбиков с одним накидом, которые провязаны пучками по 3. Здесь подъемный, еще один и еще один столбик, 3 столбика. Между пучками провязываю воздушную петлю. Далее еще 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Готово. Теперь воздушная петля. Итак, провязываю еще 2 пучка по 3 столбика. В общей сложности у меня провязано 12 столбиков. Затягиваю кольцо. Не тяну слишком сильно, чтобы не оторвать этот край нити. Здесь у меня уже проглядываются уголки. Это те точки, где была провязана воздушная. И в конце ряда точно так же провязываю воздушную для того, чтобы соединить ряд в круг. Здесь нахожу первую кромочную точку и подхватываю ее за обе дужки. Так, увожу петлю наизнанку. Фиксирую уведенную наизнанку петлю с помощью рабочей нити. Далее нахожу расстояние между одним и вторым пучком. Здесь у меня появляется окошко, накид. В это окошко ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и формирую основание первого столбика ряда. Воздушная петля. Это имитация столбика с одним накидом. Далее накид, еще 2 столбика в это окошко. Первый пучок второго ряда готов. Далее воздушная. Между каждым пучком точно так же провязывается воздушная. Это облегчает вязание следующего ряда. Появляются небольшие окошки. Накид. В следующее окошко провязываю пучок из 3 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий. И именно во втором ряду в
каждое окошко у меня будет провязываться по 2 пучка добавления, которые выведут мое вязание в квадрат. Воздушная 3 столбика, воздушная еще 3 столбика в эту же точку. То есть добавка первой, второй, третий. Готово. Вот на месте одного угла образовался еще один угол. Воздушная петля, нахожу следующее окошко, через 3 столбика по предыдущему ряду накид и в него провязываю 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Снова воздушная петля, накид, ныряю в это же самое окошко. Во втором ряду в каждую точку вяжется добавление, то есть не по одному пучку из столбиков, а по 2. У меня было в первом ряду 4 пучка, во втором 8. Второй угол готов. В эту точку точно так же провязываю 2 пучка по 3 столбика. И следующая точка — это 4-й угол. В ней начинался ряд. Вот пучок из 3 столбиков, который провязан уже сюда. То есть у меня уже провязана воздушная. Довязываю в эту точку еще 3 столбика с одним накидом. Первый. Здесь можно край начала подхватить и немножко ввязать его в полотно. Второй и третий. И для того, чтобы завершить узор, у меня между всеми пучками идет одна воздушная. Здесь точно так же я провязываю воздушную, вынимаю крючок, соединяю ряды по аналогии с предыдущим рядом. Нахожу расстояние между первым и вторым столбиком ряда, увожу петлю наизнанку и фиксирую ее рабочей нитью. Здесь мне удобно начать ряд с точки, которая находится немножко назад. Накид, возвращаюсь в это окошко, это угловая точка, провязываю основание столбика следующего ряда, воздушная, завершаю столбик и еще 2 столбика в эту точку. Получается, каждый раз я буду начинать ряд в угловой точке и в конце ряда завершать вязание этого угла. Воздушная. Следующее окошко у меня без добавления. Добавки по 2 пучка из столбиков я провязываю только в угловых точках. Эта точка уже по прямой, так как квадрат растет. Сюда провязываю 3 столбика без добавления. Первый, второй, третий. Воздушная. Следующая точка угловая. Сюда провязываю 2 пучка по 3 столбика. Первый столбик, второй, третий. Первый пучок готов. Не забываю воздушную и еще 3 столбика в эту же точку. Первый, второй, третий. Готов первый угол 3-го ряда. Тут внимательно по 6 столбиков провязываю только в угловые точки. На пути к углам провязываю по 3 столбика в каждое окошко. Завершаю этот ряд. И у меня снова последний пучок ряда, и он приходится на угловую точку, в которой начинался этот текущий ряд. Воздушная петля провязана, накид, первый столбик с одним накидом, второй и третий. Здесь не забываю воздушную, вынимаю крючок соединения рядов. Между первым и вторым столбиком ряда увожу петлю наизнанку, где подхватываю ее с помощью воздушной. Снова нахожу угловую точку, в которой начнется следующий ряд. Накид, основание столбика, воздушная,
первый столбик, сюда еще 2. Первый пучок готов. Так далее я навязываю необходимый размер заготовки. У меня провязано 1, 2, 3 ряда, выхожу на 4, я уже прикинула, что примерно 7 рядов мне нужно. Расстояние между углами будет увеличиваться. В прошлом ряду у меня 1 пучок между угловыми точками, в 4 ряду у меня будет 2 пучка, далее 3, 4 и в последнем 7 ряду у меня будет уже 5 пучков между угловыми точками. Сейчас навязываю необходимое количество рядов. Ваше изделие может быть меньшего или большего размера соответственно. Как и планировала, у меня связаны 7 рядов. Сейчас у меня последний пучок 7 ряда. Провязываю 3 столбика в угловую точку. Второй, третий. Воздушная петля и соединяю по аналогии со всеми предыдущими рядами. Увожу петлю наизнанку, фиксирую ее рабочей нитью. Здесь сейчас нужно сделать обвязку края, чтобы мне было удобно сшивать детали. Обвязку провожу за обе дужки кромочной косы по ходу вязания. Провязываю столбик без накида. Следующая точка — столбик без накида. Здесь в окошко провязываю 1 столбик без накида. Снова 3 шляпки столбиков, 1, 2, 3 и 4 столбик в окошко. Так вяжу до этого угла, в угловую точку провязываю 2 столбика в окошко. Здесь 2, здесь 2, здесь. И, соответственно, когда подойду к этой точке, здесь тоже 2 столбика, для того, чтобы поворот был гармоничный. Сейчас делаю обвязку по всем 4 сторонам. У меня подходит к концу ряд обвязки. Провязываю в угловую точку 2 столбика без накида. И здесь у меня также начинался ряд, сюда последний столбик. Здесь укорачиваю нить с небольшим запасом. Вытягиваю ее полностью. Можно работать крючком тоньше. Нахожу первую кромочную косу ряда, увожу нить через нее наизнанку и возвращаю в исходную точку. Таким образом ряд у меня закольцован. Здесь прячу и край начала, и край конца. Напоминаю, у меня 7 рядов бабушкиного квадрата. Не спешите оценивать деталь. После ВТО все изменится. Она станет идеально ровной и будет прекрасно держать форму в последующем и в изделии. Таких деталей мне нужно 4. Все они уже готовы, и одну из них я отпарила. Посмотрите, при отпаривании необходимо выровнять углы относительно центра и более-менее, чтобы на одном уровне была каждая сторона квадрата. Заготовка прекрасно держит форму, не имеет неровностей ни по центру, ни по краям. Так что переходим к отпариванию. Можно утюгом с эффектом пара, либо вертикальным отпаривателем. Я делаю через хлопчатобумажную тонкую ткань. На этом этапе размеры уже отпаренного квадрата у меня 23, соответственно, на 23 сантиметра. Для донышка я набрасываю нить на крючок, крючок 4,5 мм, и формирую цепочку из воздушных петель. Мне нужна цепочка из 23 петель. Первая, вторая, третья. Вяжу достаточно свободно, мне потом работать с этой цепочкой, чтобы было несложно, так как пряжа совсем не тянется. Готово. Теперь в первом ряду я буду вставлять крючок в заднюю перемычку.
2 дужки кромочной косы остаются у меня с этой стороны не затронутыми. Пропускаю первую петлю, она уходит как петля подъема. Во вторую перемычку заднюю провязываю столбик без накида. Следующая точка и точно так же столбик без накида. Соответственно, до конца ряда у меня 22 точки для провязывания. Вяжу 22 столбика. С помощью последней точки мне нужно повернуть для кругового вязания, поэтому в эту точку я провязываю сразу 4 столбика без накида. Край начала направляю, он вяжется в полотно. 4 столбика провязано, это полный поворот. Далее вставляю крючок за обе дужки кромочной косы, то есть напротив столбиков, провязанных прямым рядом. И провязываю точно так же столбики без накида. В каждую следующую точку 1 столбик. Продолжаю до начала этого ряда в этой точке. Сейчас у меня точка начала. В эту точку провязан первый столбик противоположного ряда. В нее еще мне нужно провязать 3 столбика без накида, для того, чтобы поворот был как с этой стороны, симметричный. В эту точку провязываю 3 столбика. Первый, второй, третий. Все, таким образом круг замкнулся. Можно соединить любым удобным способом. Я нахожу первую кромочную косу ряда, вставляю крючок с лица на изнанку, подхватываю петлю, вытягиваю достаточно размер и провязываю с помощью рабочей нити. Получается первый столбик следующего ряда. Далее буду провязывать столбики за обе дужки кромочной косы без накида. На поворотах мне нужно будет делать добавление. Здесь сейчас добавляю примерную схему добавок для вязания овала, чтобы не было угловатости на поворотах. Нужно будет чередовать добавления, чтобы они не были друг над другом. Сейчас вяжу до первого поворота второго ряда. В одну точку 1 столбик. Я подошла к повороту. 4 петли провязаны в одну точку. Сейчас в каждую из этих петель провязываю 2 столбика. Первый, второй. Следующая точка за обе дужки. Первый, второй, третья точка, первый, второй. Из 4 петель по повороту получается 8. Так в каждом ряду нужно будет провязывать 4 добавления с одного поворота и 4 с другого. Плавное закругление. Здесь вяжу и в эти 4 точки также провязываю по 2 столбика. Соединение рядов делаю по аналогии. Еще раз обращаю ваше внимание на схему. Можно сделать скриншот и ориентироваться на те добавления, которые предложены в ней. Второй поворот второго ряда. И здесь то же самое. В 4 точки по 2 столбика в каждую точку. Первое добавление, второе добавление, третье добавление. И обращаю ваше внимание, 4-е добавление приходится на уже провязанную точку. Это первый столбик этого ряда. В эту же точку провязываю еще 1 столбик. Все. Нахожу первую кромочную косу, увожу рабочую петлю на лицо и с этой петли формирую первый столбик следующего ряда. Готово. Так навязываю необходимое количество рядов. Сейчас связано 2. У меня в планах 8. Для того, чтобы полностью запланированному размеру дна соответствовала моя вязаная заготовка. Здесь
по мере роста поворота расстояние между добавлениями будет увеличиваться. Просто распределяю 4 добавления по повороту равномерно. Вяжу ряд за рядом. Сейчас у меня провязано 8 рядов. Размеры донышка 31 сантиметр на 14 сантиметров. Уже примерно совпадают они с подготовленной канвой. Дно я отпарила для удобства, чтобы сравнить размеры. Но мне нужно просчитать и идеально вписать дно в мои заготовки по верху. Мои отпаренные квадратные детали имеют в длину по одному краю, я просчитала от угла до угла, 29 точек. Детали 4, 29 умножить на 4, 116 петель будет, если я последовательно сошью 4 квадрата. Вот на эту цифру я сейчас и опираюсь. Пересчитав свои точки по кругу, у меня получилось 104. 116 по 4 деталям минус 104. Получается 12 петель мне еще необходимо в круг. Следующим 9 рядом я могу добавить, как и ранее, 4 здесь, 4 здесь, 8. И 4 петли 10 рядом добавлю 2 с одной, 2 с другой стороны. Мне необходимо выйти на нужное количество петель. Как вы распределите добавки, это будет на ваше усмотрение. Я сейчас вяжу 9 круг. 9 ряд, и здесь делаю 4 добавления, и здесь делаю 4 добавления. Но этим же рядом мне необходимо ввязать и канву. Канву нужно немножко выкроить. Что я делаю? Просчитываю точки, чтобы канва была немножко внутри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот здесь надсекаю 7. Соответственно, все должно быть гармонично. И с этой стороны 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тут тоже уйдет 7 точек. И далее уже смотрю, как гармонично будет это смотреться по кругу. Еще раз внимательно прикладываю детали. И кажется, здесь по более длинной стороне по уголку с каждой тоже лишние. Тоже их удаляю. С этой и с этой стороны соответственно. Угу. Далее перехожу на крючок потоньше. Прикладываю стык в стык. Главное, чтобы эти края совпали, пока я иду по этой стороне. Также за обе дужки кромочной косы и в текущее отверстие по канве. Столбик без накида. Вытягиваю свободно, для того, чтобы размер столбиков у меня не отличался. Крючок тоньше, поэтому вяжу немножко свободней. Итак, каждая следующая точка, канва и плотность вязания не совпадает, поэтому в какой-то момент я могу вставить через одно отверстие, потому что иначе съедет у меня то, что я закрепила, приложила. По вязанию вставляю в каждую точку, продолжая ряд, а по канве уже смотрю по ситуации, кое-где пропускаю отверстия. 9 ряд, напоминаю, 4 добавления с одной стороны, 4 с другой, как и было. 9 ряд провязан, и канва ввязана в основание моего изделия. Напоминаю, мне нужно выйти на 116 петель в круг, добавляю 2 здесь и 2 здесь. И вяжу еще пару рядов, чтобы навязать чашу изделия, чтобы донышко было не само по себе донышко, а немножко края начали заворачиваться. Тогда сумка будет смотреться гармоничней. Продолжаю вязать еще один ряд с 4 добавками и 2 ряда без добавок. В общей сложности у меня провязано 12 рядов, края уже начали подворачиваться на стенке. Здесь мне сейчас нужно оставить запас нити на шов. Он равен примерно 6 оборотам вокруг длины шва. 2,
3, 4, 5, 6. Укорачиваю нить и здесь делаю соединение. Первая кромочная коса, вставляю крючок с изнанки на лицо и увожу укороченную нить на изнанку. Здесь вытягиваю всю длину полностью и возвращаю край нити обратно в эту точку, чтобы закольцевать соединение. Поэтапно здесь уже у меня отпаренная деталь, и стенки я тоже хорошенько прогладила с паром. Все, этот запас на данном этапе я убираю в сторону и обращаюсь к моим 4 деталям, которые нужно сшить последовательно. Прокладываю шов и также закольцовываю эту деталь с помощью ввода новой нити. Здесь у меня нахожу угловые точки. С одной стороны подхватываю полупетлю дальнюю и с другой стороны подхватываю дальнюю полупетлю. Протягиваю нить. Фиксирую первую, вторую нить. Далее с помощью длины нити от клубка буду вставлять в полупетли по кромке в дальнюю полупетлю здесь, в дальнюю полупетлю здесь. И соединительная. Снова полупетля с одной стороны, полупетля с другой стороны. И соединительная. Здесь получится очень аккуратный и гармоничный шов. Так мне нужно сшить все 4 детали. Первая деталь состыкована, отрезаю с небольшим запасом, вытягиваю нить. Далее этот отрез нити вяжется в полотно выравнивающими рядами. Здесь этот короткий запас нити прячу сразу. Это та сторона, которая будет пришиваться к основанию. И так далее продолжаю в одну сторону, чтобы звенья сшивающие детали смотрели в одну сторону, не было переворотов, после чего отпариваю. Детали соединены, хвостики окончания швов остаются наверху. Обращаюсь к своей детали дна. Здесь у меня есть запас нити, но изначально мне нужно наметить, какие точки у меня точно должны совпасть. Нахожу центральную часть донышка. В итоге в открытом виде у меня получается 37 сантиметров. 18,5 сантиметров это предполагаемый центр. Здесь я вставляю маркер и, соответственно, противоположная сторона точно так же. Здесь я вставляю маркер. И эти маркеры должны совпасть с центральной точкой квадрата по одной стороне. 1, 2, 3, 4, 5 пучков. Вот центральная точка. Закрываю маркер, чтобы он не выскочил. То же самое делаю с противоположной стороной. Здесь состыкую маркер с центральной точкой центрального пучка. Готово. Эти точки обязательно должны совпасть. Можно наметить еще боковые. Найти центр боковины, подняться сюда, здесь эта точка, и подхватить центральную часть боковины. Точно так же. Центральная точка центрального пучка. Я намечаю, чтобы узор изделия у меня ни в коем образом не съехал. И далее пришиваю точно таким же швом, запасом нити за дальние полупетли.
соединяю мое изделие. В этой точке я задействую петли, которые не участвовали в сшивании боковин деталей. Аккуратно, здесь не должно оставаться отверстие. Далее эта часть отпарится и будет очень гармонично, аккуратно смотреться. Здесь даже если какая-то ошибка была в расчетах и петля в петлю не совпадет, корректирую по ходу. Но пока я вижу, что все идеально состыкуется. Остался последний стежок. Я вытягиваю нить и в те точки, где должен быть последний стежок, протягиваю остаток нити. Вот они, 2 полупетли. Увожу их сюда и возвращаю в исходную точку на изнанку. Этот шов, состыкующий все детали вместе, можно хорошенько также пропарить. Он выровняется и станет в изделии единым целым. Далее перехожу к обвязке края. Очень здорово уже сейчас смотрится. Начинаю с любой удобной стороны. Вот здесь, допустим, и сразу покажу, как пройтись здесь и ввязать остаток нити. За обе дужки кромочной косы формирую столбик. Далее ввязываю в полотно край начала, следующие 2 дужки, столбик. И так далее, здесь по незадействованным точкам, также, чтобы не было никакого отверстия. Все прохожу за обе дужки кромочной косы. Так вяжу по кругу. У меня провязан один ряд, углы немного выровнялись, и здесь сейчас я уже наметила точки, из которых будут вывязаны ручки. Между маркерами 16 петель, отцентровала их по детали квадрата. 13 сантиметров между маркерами, соответственно, с одной и с другой стороны. Здесь пойдет ручка в эту сторону. Толщина ручки будет распространяться от этого маркера вправо, от этого влево. То есть, соответственно, вот это полный проем. Выхожу на вязание следующего ряда. За обе дужки кромочной косы я прохожу столбиками без накида до маркера. Длина ручки на ваше усмотрение. Я хочу, чтобы это было плечевая деталь, то есть можно сумку носить на плече. Поэтому буду набирать сейчас ручку около 50 сантиметров. Последняя точка маркирована, удаляю ее, провязываю сюда столбик и набираю цепочку воздушных достаточно свободно, так как далее сюда мне нужно будет вывязывать столбики длиною где-то 50 сантиметров. У меня получилось 50 воздушных петель. В сантиметрах это 49. Но уже достаточно, думаю. Здесь удаляю маркер и в эту маркированную точку закрепляюсь. Вставляю крючок и провязываю столбик. Двигаюсь к следующим маркированным точкам и там вывязываю точно такую же заготовку под ручку. Здесь на каждом ряде ручек я буду провязывать выточку в начале и в конце ручки, для того, чтобы она гармонично смотрелась. Подхожу к основанию ручки. И здесь теперь остается последняя точка по полотну. В эту точку ввожу крючок, вывожу петлю. Далее в следующую точку, также за обе дужки, ввожу крючок, вывожу петлю. И провязываю 2 петли вместе. 1 петля полотна и 1 петля ручки. Всегда здесь и здесь то же самое. Последняя петля ручки и первая петля полотна будет провязываться вместе. Так, теперь далее. За обе дужки кромочной косы по ручке провязываю столбики без накида.
У меня последний ряд ручек. Ручки получились трехрядные. И здесь выточка уходит на конец ручки. Вот 2 петли вместе в прошлом ряду, 2 петли вместе в позапрошлом ряду. Сюда же вставляю крючок, вытягиваю и рядом вытягиваю, провязываю вместе. Таким образом получается, что ручка аккуратно поворачивает наверх. Здесь не будет лишней складки, очень аккуратно и гармонично. Сейчас заканчиваю этот ряд и отпариваю хорошенько изделие в сборе. Укорачиваю немного нить, вытягиваю край полностью. И здесь у меня есть первая кромочная коса этого ряда. Вставляю крючок в нее, увожу нить туда. И возвращаю в исходную точку, прячу на изнанке. Моя сумка готова, получилась очень красивая и эффектная. В этом цвете она мне особенно нравится, но палитра у этой рафии очень широкая. Итоговые размеры поверху 45 сантиметров. Глубина изделия до донышка 30 сантиметров. Ну, соответственно, еще дно 15 на 35 сантиметров. Очень здорово смотрится и без подкладки, но сюда можно добавить подкладку по размерам изделия. Также будет прекрасно смотреться без укрепленного дна, это по желанию. На все изделие у меня ушло ровно 1,5 мотка пряжи. 240 метров пряжа, но эта нить достаточно широкая, поэтому если будете заменять материал, ориентируйтесь на мои размеры, которые я даю в видео в сантиметрах. Также хочу сказать, что вы поместитесь всего в 1 моток пряжи, если центральную квадратную часть свяжете не 7-рядную, а 6-рядную, тогда вам легко хватит одного мотка. Соответственно, просчитайте количество петель, умножите на 4 и по размерам квадратов свяжите свое донышко. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!